Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Карелин, и мы продолжаем проходить Тварюка. Так, загружаем, и мы остановились вот здесь. Так. Перед моим домом стояла восьмерка, в которой можно было разглядеть 3 знакомые физиономии. Так, что, неужели за нами этот Фомин приехал? Блять! Это были Паша, Фомин и его братки. Вася и третий, не помню, как его там звали. Пиздец. Как Фомин узнал, что мы здесь, а? Братки. Так, ну здорово, сельчанин. Ага, здорово. Я ответил ему, пытаясь скрыть напряжение. Пиздец, я попал. Ну и какого хуя ты тут забыл, Алёша? Знаешь, как мы так задолбались переться в эту глушь? Как вы меня вообще, блять, нашли? Ебальник закрой свой, слушай. Подольше бы и по-честному поработал, может и додумался бы сумку рабочую в жопу засунуть. Мы, значит, тебя повышаем и отправляем на крупное дело, а ты в знак благодарности решил съебаться с нашим товаром? Ты же прекрасно знаешь, что бывает с такими умниками. Фома, я ни при чем. Когда я перевозил товар, меня подрезала тачка, и какие-то уёбки с пистолетом забрали у меня все ваше добро. Чего, блять? Ты реально думаешь, что я такой тупой? Фома, я всегда свою работу выполнял честно. Это все выглядит как какая-то подстава. Может, тех сук вы и подослали, а сейчас меня наебать пытаетесь? Ты охуел? Ты сейчас как... Так, ты сейчас кого под сомнение ставишь? Ты думаешь, мне трудно тебя грохнуть и закопать в этой глуши? Тебя, долбоеба, здесь точно никто не найдет. Я не пытаюсь дерзить, Фомин, успокойся. Откуда я тебе достану товар, которого у меня нет? Да мне похуй, сука. Хоть роди, хоть высри. Ситуация накалялась. Я сжал челюсти, ощущая, как учащенный пульс начал стучать по вискам. Так, дайте-ка я сохраню. Тут какой-то выбор есть. Дать отпор и промолчать. Дать отпор. Внутри меня все закипало. Рука сама потянулась за рукоятью старого ножа. Ну и чё ты сунул-то? Ебани уже. Не подходи. Сука. Ты охуел? Блять. Хуяк, блять, ну. Ёбаный Алексей, ёбаный. Хуёбаный, блять. Ждал, когда ему въебало пизданут кулаком. От резкого удара по носу я тут же упал на землю. Ну пиздец. Вася, нож подними у него. А то поранит кого-нибудь еще. Чтобы к утру товар был у меня. Съебешься, грохну, понял, сука? Звук мотора уезжающей машины запустил отсчет времени. Что нам делать? Твари! Отлично спрятался, Алёша. Похвалил я сам себя. И что теперь делать?
Так если продать дом и с выручки купить наркоты на замену потерянной партии? Нет, продажа недвижки дело муторное, долго придется искать покупателя, да и выхлопа тут максимум 100 будет. Бежать не вариант, снова найдут, и тогда точно пиздец. Сука, да. Блять. Сука, да что делать-то? Я в отчаянии схватился за голову, хотелось рвать волосы, орать, разбить что-нибудь, но это не помогло бы. Беспомощность сводила с ума. Бабуся и ее тварюк, надо к нему обращаться, да? Если этот мир отвернется... Бабушка... Если этот мир отвернется от тебя, иди в лес. Там ты найдешь либо спасение, либо смерть. В лесу все честно. Я вдруг отчетливо вспомнил слова бабушки, как если бы ее голос звучал в комнате рядом со мной. А что если бабка была права? Что если там действительно что-то есть? Я в детстве видел его в том лесу. Я помню, если тварюк реально там, он либо убьет меня сразу, либо поможет. Если мне все равно пиздец, то какая разница? В этом месте всегда было что-то странное. Рассказы стариков, исчезнувшие люди, шорохи в лесу. Я посмотрел в окно. В лесу все честно, повторял я себе, глядя на темную чащу. Идти туда — сумасшествие. Да, но тогда у меня будет хоть какой-то шанс. Другого выхода нет. Пошел в лес к тварюку. Несколько минут в пути, и деревья сжались вокруг, словно преградили мне дорогу. Шагнуть вперед было страшно, но стоять на месте было еще хуже. В лес. Глава 3. Чё, это сегодня концовочка будет, скорее всего, или чё? Успеем мы? Облака, почти полностью скрытые густой кроной деревьев, висели над бескрайними просторами леса. Мох, пропитанный влагой, стелился под ногами, как мягкий ковер, приглушая звуки шагов. Воздух, насыщенный запахом земли и гниющих листьев, влажный и тяжелый, оседал в легких, дурманя голову. Шепот листвы, редкий треск веток под ногами, далекие крики птиц создавали иллюзию другого измерения. Здесь я ощущал себя ничтожным человеком, незваным гостем. Мысли о прожитой жизни медленно наполняли сознание. Бесконечная борьба за деньги в тихом углу мегаполиса, где каждый новый день приносил новые испытания. Жизнь барыги, полная страха и постоянной перспективы любого пиздеца, отправляла душу, выставляя наружу ее недостатки. Я даже не заметил, как стал параноиком, который в самый обычный вечер ждет, что к нему в дом кто-нибудь вломится. Воображение рисовало лица людей, чьи жизни были отравлены моим посредничеством, их наполненные горечью отчаяния глаза. Здесь, в чаще леса, все мое прошлое ощущалось грузом, тянущим меня к земле. К осознанию, что я сам вырыл себе яму. Это несправедливо. Почему я сейчас среди этих деревьев и темноты должен искать путь к спасению? Что сделает леший, если я его найду? Если верить историям, то он не был совсем беспощадным. Все же он не убил девушку из рассказа Степана, которая наивно доверилась столичным отморозкам. И помог Ивану, дяде Степана, который пошел в лес, чтобы спасти деревню от мародеров. Может, этот тварюк помогал только невинным? Если это так, то мне пиздец, усмехнулся я.
Мысли о Творке и его возможной крыше уже не приносили утешения. Они скорее вгоняли меня в новый ужас. Что если он вовсе не союзник, а еще одна угроза, которая гораздо страшнее любых городских бандитов? Что если я просто здесь сдохну? Даже не знаю, что хуже. Сдаться ментам или пойти ночью в лес искать лешего? Какой же пиздец. Я заходил все глубже в лес, который уже превратился в ловушку. Я будто попал в пасть огромной бешеной собаки, которая постепенно сжимает челюсти, оставляя все меньше пространства для дыхания. Каждый шорох, каждый скрип ветки заставлял мое сердце замирать от страха. Я вновь вспомнил, как бабушка, сидя у печи, тихим голосом рассказывала мне свои истории. «Помни, Лёша, лес всегда смотрит», — говорила она, глядя мне прямо в глаза. «Знает все твои помыслы, а страхи за версту чует. Питается им». Теперь ее слова звучали в голове как предостережение. Потеряв счет времени и пройденного расстояния, я старался подавлять внутренний страх. Внезапно глубокую тишину леса пронзил жалобный вой. Я оцепенел, сердце забилось с удвоенной силой, рискуя пробить грудную клетку. Затаив дыхание, я пытался уловить, откуда доносится этот тоскливый звук. Вой повторился, теперь настойчивее, как будто зазывая к себе. Сердце стучало в груди все громче. Внутренний голос навязчиво звенел. Просто блуждая по лесу, я ничего не найду. Повинуясь зову, я сдвинулся с места медленно, с каждым шагом приближаясь к источнику звука. Так, волчара в капкан попал. Я пробрался через заросли кустов и вышел на открытую поляну, освещенную бледным лунным светом. И там, в этом лунном свете, тряслась фигура большого черного волка. Капкан глубоко безжалостно вцепился в одну из его лап. Скуля от боли и дрожа в скорчившейся позе, волк уже не предпринимал попыток освободиться. Его взгляд, пропитанный страданием, пронзил меня. Животное будто надеялось на мою помощь. «Ну ни хрена себе квест», — подумал я. Я стоял на месте и не мог успокоить дрожь в руках, а чувства лихорадочно прыгали от жалости к страху. Собрав остатки самообладания, я приблизился к волку. Я осмотрел капкан и сразу понял, что раскрыть голыми руками его не удастся. Требовался тонкий и острый инструмент, чтобы подобраться к механизму замка. Может, оно и к лучшему, подумал я. Неизвестно, что ждало бы меня, освободив я этого волка. Как уйти? Давайте освободим. Ну, пиздец, уйти. Извини, друг, ничем помочь не могу. Дрожа от напряжения, произнес я вслух и поспешно отступил назад. Да, волка было жаль, но я пришел сюда, чтобы помочь себе. Мне моя шкура дороже. Я уверенно отогнал от себя ненужные мысли и продолжил топтать землю в неизвестном направлении. Я устал, мои шаги становились неуклюжими, а мысли путались, как переплетенные ветви над головой, но я продолжал идти. Блять! Я набрел на поляну и не успел осмотреться, как вдруг среди деревьев возникла высокая скрюченная фигура. Я замер в очередном приступе ужаса. Вокруг не было ни единого звука, лишь сердце колотило во всю свою силу. Существо, похожее на изломленного человека, следило за мной и тянуло руку в мою сторону.
Мой рассудок уходил все глубже вместе с сердцем в пятки. Некоторое время я наблюдал за напугавшим меня силуэтом, но он оставался неподвижен. Я медленно подошел чуть ближе. Так. Спокойно. Когда я наконец осмелся подойти, стало очевидно. Это была всего лишь коряга. Нервный смешок вырвался из груди, тщетно пытаясь смахнуть напряжение. Я внимательно вгляделся в неестественно изогнутый ствол дерева. На одной из веток, похожей на вытянутую руку, болтался мухомор. Его алый оттенок напомнил уголек сигареты, тлеющей в темноте. В голове звенел вопрос, каким вообще образом он мог оказаться на ветке. Словно его повесили туда специально для меня. Да уж, лес сегодня казался по-особенному полным намеков. Мне его съесть? Сам не ожидая от себя, я выкрикнул вслух. Мой голос эхом разнесся по чаще леса и растворился, так и не получив ответа. Нет, ну... Блять, опять выборы, сохранить... Съесть или нет? Что выбрать? Ну сожрем мухомор, сдохнем. Нет. Лучше не жрать. Нет, это слишком тупо даже для меня. Я не хочу испытать на себе весь спектр лесных галлюцинаций. На мгновение я представил, как падаю без сознания здесь, среди деревьев, и меня находят местные, мертвого или с пеной у рта. Я поморщился и отвернулся. Так, лес тянулся бесконечным лабиринтом из одинаковых стволов деревьев. Я брел уже несколько часов, то и дело оглядываясь на случайные ориентиры, но ни один из них не казался знакомым. В какой-то момент я решил вернуться к тому месту, где видел мухомор, но даже его найти не смог. Казалось, гриб и странная коряга будто растворились в воздухе, оставив после себя только чувство злости и бессилия. «Ну и дерьмо!» – выдохнул я, прислоняясь к дереву, чтобы перевести дух и двинуться дальше. Так. Когда тьма постепенно развеялась, тени, которые там меня пугали, исчезали одна за другой, собирая с собой последние отголоски страха. С каждой минутой жажда вырваться отсюда становилась такой же сильной, как мое разочарование от неудавшейся и откровенной тупой затеи. Ноги сами несли меня обратно к деревне, хотя каждая клетка тела кричала, что там меня ничего хорошего не ждет. Лес, который я считал спасением, оказался таким же пустым, как и мой дурацкий план. Ну, конечно, чего я ожидал? Что леший выйдет из-за куста, хлопнет меня по плечу и скажет: «Не переживай, братан, я разберусь с твоими долгами». Смешно, даже если такие сказки имели смысл, я явно не был их героем. «Отлично прогулялся, Леха», — подумал я, пересчитывая в голове все ошибки, которые привели меня сюда. Голова гудела, а мысли метались, но не давали ни одного внятного решения. В деревне меня наверняка уже ждали. Эти ребята не оставляли хвостов, а я выглядел как самый последний. Блять, да я даже спрятаться толком не смог. Теперь оставалось только одно — возвращаться и надеяться, что они хотя бы выслушают меня перед тем, как грохнуть. Спустя некоторое время, продираясь через густые кусты, я вышел на небольшую поляну недалеко от деревни. А вот и они уже, да? Кто бы сомневался, усмехнулся я, разглядывая мерзкие физиономии, которые, видимо, всю ночь поджидали меня. Мелькнуло отчаянное желание уйти обратно в чащу, но было уже поздно, меня заметили. Фомин поднял голову и уставился прямо на меня.
Доброе утро, Алёша. Начал Фомин с мерзкой ухмылкой. Чё, не получилось сныкаться? Больше, чем ходить по лесу, я заебался только оправдываться перед ними. Не получилось. Безучастно ответил я. Ты чё, совсем тупой? Фомин повысил голос, явно взбешенный моим неуместным спокойствием. Мы тебе доверяли, а ты нас кинул. Где товар, Алёша? Фома, серьезно, послушай, нет, блять, у меня вашей наркоты. Ты не того сейчас прессуешь. Вместо того, чтобы меня тут пасти, тебе надо искать тех гондонов, что у меня твой товар срезали. Я запомнил, как они выглядят, запомнил их тачку. Может, вы, блять, уже делом займетесь? Заткнись, сука! Фомин не дал мне закончить. Ты в натуре думаешь, что можешь нас наебать? Последний раз спрашиваю. Где, сука, мой товар? Да нет у меня ничего. Идите нахуй. Слышь, гондон. Сам иди. Хуякс. И все. Ты ебанулся? Ты нахуя его завалил? Тебе же сказали, что нам надо его зашугать и на бабки поставить. А теперь у нас труп, блядь. Хули нам теперь с ним делать? Да забей ты. Здесь его оставим, звери дожрут. Ладно, хуй с ним. Сам виноват. Садитесь в тачку и валим быстро. Вот и все, блядь. И сказочки конец, нахуй. И Тварюк был молодец. Я лежал в грязи, чувствуя, как земля подо мной холодеет. Небо нависало серым, как грязное стекло, и все, что я мог, это пялиться в него, пока боль утихала. Все, что было, пролетело перед глазами. Шумные дни, какие-то лица, большие и глупые планы. Все это казалось теперь таким жалким. Разменять жизнь на пару проебов кому-то, наверное, было бы смешно. Я бы тоже посмеялся, если бы не жгучий холод, который уже добрался до груди. Моя жизнь угасала, растекаясь по земле вместе с кровью, оставляя меня на этой проклятой поляне. Тьма окончательно накрыла меня. Последнее, что осталось, тяжелое молчание леса, которое вновь захватывало свое место. Если бы мы сожрали мухомор, мы сдохли бы в лесу и нас не нашли бы эти братки. Конец. Сынок. The end. Все, друзья. Вот и конец нашей истории про Тварюка. В итоге Тварюк вообще никаким образом не раскрылся. Я даже не понял. Может, это такая концовка? Возможно, другая концовка нам показала бы как-то поподробнее этого Тварюка. Что-то о нем мы бы узнали. Ну, не знаю, посмотрим. Если попробовать пройти на другую концовочку. Но мне кажется, все к одному и приведет, что нас убьют. Даже если бы мы пошли там не в магазин, а полезли за яблоками. Там не дали отпор бы этим Фоминам, блядь, и что-то, не знаю, в любом случае, мне кажется, нас бы убили. Про Тварюка тут на самом деле не так уж и много. Ладно, хрен с ним. Все, друзья, будем заканчивать на этом серию. Вот такая получилась игрушечка. Ну, довольно интересный сюжет, если бы его развить дальше как-то и повременить с убийством, то можно было бы что-то интересное придумать. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист будет в описании. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите комменты, а мы увидимся в следующих видео. Всем пока!